Ну что ж, всем привет, всем привет, всем привет. Вот перешли мы уже на 8 часов по минскому времени, 20:00, говоря более точно, по просьбам наших зрителей и подписчиков. Для чего это делается? Ну, во-первых, все сейчас сидят в домашнем, скажем так, арестом, если можно так выразиться. А в общем-то, ну, мне кажется, для людей, которые находятся в более там далеких по часовому поясу территориях, наши 8 часов будут более приемлемы, чем 9 вечера. Что же? Сегодня 1 апреля. Надеюсь, моя утренняя шутка вам понравилась. Конечно, есть и недовольные, но у людей, видать, просто с чувством юмора туговато. Не будем на них обижаться. А вы там вот напишите по возможности, как меня слышно, как меня видно, ну и прочее, прочее, прочее. А сегодня, как я вам говорил ранее, значит, у нас будет обзор такого программатора ключей, который называется X100 Pro. Вот, значит, единственный большой минус, приветствую, Виктор, значит, большой минус, к сожалению, я его не смогу подключить, показывать вам на экране, все, что там есть, но по-большему про его самого, про его использование и про прочее, что с ним было связано за весь период, так скажем, использования, я вам сегодня расскажу. Единственная маленькая просьба, кроме того, что сейчас там напишите, то, что я просил, как видно, как слышно меня, да. Так, сейчас, секундочку, выскочило окошко. Вот, задавайте вопросы, потому что, в общем-то, так как его начинку, все, что в нем есть, показать на экране я не смогу, поэтому, в общем-то, видеоряд, приветствую, Вася, будет не очень длинный, наверное, да, поэтому задавайте вопросы, которые я буду про него рассказывать также, ну и потом поговорим, может быть, на какие-нибудь еще интересные вам темы сегодня. Вот такая вот картина. Ну что ж, пожалуй, начнем. Про шутку утреннюю я сказал, а теперь будем рассматривать серьезно вот сей чудный прибор. Ой, сейчас чихну. О, хорошо чихнул, постарался. Значит, что я могу сразу рассказать про сей чудный прибор? Его разработчиком на самом деле является контора ОБД Star. Вот это вот чудное название, которое контора X-Tool также занялась выпуском и продажей всего чудного приспособления. На самом деле можно сказать, что снесла эту разработку ОБД Star. Они начинали в свое время вместе разрабатывать, значит, сей чудный предмет, но потом со временем разделились. И практически вся начинка, которую делал ОБД Star для этого прибора, кстати, вот сайт самого ОБД Star, сейчас я вам... стоять, убежала. Вот, сайт самого ОБД Стара непосредственно. Значит, сейчас мы к этому сайту еще вернемся. Значит, вот, к сайту мы еще к этому вернемся чуть позже. О, спасибо тоже, Антон. Это на самом деле не простыл я, это есть у меня, как я уже говорил, зараза одна, не рекламирую, табак нюхательный. Вот, перед стримом, скажем так, для успокоения нервов и предстоящей нагрузки вдохнул немножко, вроде не чихается, думаю, ну и ладно. А тут начал вести стрим, и на тебе вылезла, блин. Вот, не агитирую ни в коем случае, так как там есть никотин. Вот, вернемся, значит, пожалуй, к нашим чудным сайтам. Давайте я вам сразу сделаю небольшое вступление, правда, по нашему каналу, если вдруг кто-то не в курсе или кто-то что-то забыл. Заходим в сообщество. В этот раз что-то голосование было не особо.
И выбираем оставить свой комментарий и пишите здесь внизу то, что думаете по этому поводу. Вот Павел Диагност предложил провести тему про трактора, например, непосредственно. Тема будет выложена тоже здесь в ближайшее время, следующая. Вот, также не забывайте, что в общем-то, обитают интересные всякие люди, интересные, с которыми интересно пообщаться. На сайте, да, кстати, небольшое изменение, ну и helpforauto.com у нас сайт и остался. Кстати, сегодня зашла такой разговор, определить, кто является хозяином сайта и сколько лет сайт существует. Значит, для чего это может пригодиться вам? Если вы видите какой-то интересный магазин в интернете, да, на котором предложены товары, открываете этот сайт и смотрите Creation Data. Вот наш сайт создан, зарегистрирован на меня был в 2011 году. То есть нашему сайту в 7 месяце уже будет 9 лет, как он существует. А обычно, если какой-то левак, идите на наш форум. На форуме постоянно поднимается много интересных тем. И также есть вот ссылка на продаванов китайских, которым можно доверять. Вот, сразу заходите, нажимаете новое сообщение. Для меня, понятное дело, новых сообщений не будет, потому что я регулярно смотрю, значит, эту тему. Много чего интересного есть по диагностике, по иммобилайзерам и по всему прочему. Вот, много документации, также полезной по оборудованию, по продажам оборудования, если у кого-то что-то не нужно накопилось и так далее. Ну, на этом мы закончим обзор наш. Вы и так прекрасно знаете, что мы также занимаемся отключением мобилайзеров. Пин по вину можем привязать. Привет, Олег, кстати, тоже. Вот пин по вину, вам установить пин по дампу и мощник отрубить, там, ремонт блоков управления и все и тому подобное. Если у вас какого-то блока нету, приветствую, Павел Диагност, то его тоже можно найти у нас. Доставочка работает, несмотря на всякие гуляющие вирусы, SDEC и почта до сих пор, в общем-то, функционируют. Поэтому в этом проблем у нас не возникает. Итак, вернемся к нашему чудесному прибору UBD Star. В смысле X100 Pro. Значит, смотрите, что я хочу рассказать про этот чудный прибор еще. Начал эта контора UBD Star, как я уже говорил, вместе с X-Tool разработку этого чудного прибора, но в общем-то они сделали один небольшой, если можно так выразиться, недочет. Они в этот прибор, ну как недочет, для них, вероятно, недочет с коммерческой точки зрения, а для нас, как потребителей, пользователей, это было огромным, привет, Артур, это для нас, как пользователей, оказалось огромным плюсом. Во-первых, они включили в него абсолютно все машины, значит, которыми иммобилайзерами они занимаются. Мерседесов, понятное дело, и BMW нету, я говорю это сразу, чтобы не рассчитывали, что там будет какое-то чудо, потому что ни Мерседесов, ни BMW этот прибор не вяжет. Вот. А после этого они, как я уже говорил, давайте уже тогда откроем их сайт, будем вживую показывать их дальнейшие разработки, да. Так, это наш сайт, наш форум, и вот они сами. Давайте откроем их продукты, да, что у них есть. Вот Keymaster всякие, X300M, XH110, 111 и так далее. В общем-то, в этих, скажем так, следующих типов продуктов, которые они начали выпускать и делать, значит, какой огромный минус по сравнению с X100 Pro. Они, скажем так, предназначены уже для более каких-то машин, скажем так, специфических. То есть вот VAC Pro, например, Toyota там, ну и так далее и тому подобное. Чем хорош X100 оказался, в общем-то, для нас? В общем, там было включено это абсолютно все. Все модели, которые уже в следующих они разнесли на запчасти. Вот видите, тут как бы есть, ну вот, откроем, к примеру, X300. Тут они добавили Mercedes.
уже более детально, я, честно сказать, может быть, заблуждаюсь. В X100 просто не пользовался Мерседесом. Но самих машин здесь уже значительно меньше. Приветствую, Алексей, тоже, да. Потому что, в общем-то, они раскидали, скажем так, все, что было в X100, они раскидали по разным другим приборам. По сути, получается, каждый прибор по отдельности стоит столько же денег, сколько, приветствую, Игорь, сколько стоил обычный X100, причем некоторые даже дороже. А в X100 один прибор, в котором это есть все. Единственное, что мы потеряли, хотя они и обещали по тому моменту, когда этот прибор появился только в продаже, что будет пожизненная поддержка. Ну да, как бы поддержка, можно сказать, пожизненная есть, только есть один маленький облом. Обновления программные выпускаться прекратились для X100. Приветствую, Андрей. Значит, что у нас получается? Для других приборов обновления выходят для раскиданных уже по маркам, а для X100 обновлений уже больше нет. Но скажу откровенно, те обновления, которые были на момент моего приобретения этого прибора, до сих пор функционально, в общем-то, покрывают все необходимое. И чтобы, ну, скажем так, что-то появилось, чего я в нем не увидел, ну, у меня такого нету. Скажем так, все, что необходимо, у меня в нем есть. Сейчас я посмотрю, открою список своих файликов по нему. Значит. Вот я последнее обновление, 17 год. Был у меня, так, это прошивочка. Сейчас я посмотрю. Нет, это база. Блин, а где они? Так, а вот они у меня. Не скажу, не подскажу. Там в текстовое по названию тяжело сказать, значит, что у нас есть, кого у нас нет. Ну что ж, давайте, наверное, все-таки тогда будем распечатывать прибор. Приветствую, Рамазан. Вот такая вот чудная у него коробка. По ее грязности уже можно понять, что пользуюсь я им довольно регулярно. Значит, будем его открывать. Что в нем есть? Сразу вот такой чудный кабелек для того, чтобы связывать прибор с переходниками. И такая вот запитка, которая в некоторых машинах может все-таки пригодиться, когда на разъеме ОБД у нас нету такого чудного вещи, как питание. В комплекте идет вот такой картридер для того, чтобы переносить на карточку. И, собственно говоря, сам прибор. Стараюсь его пользоваться в целлофане, хотя целлофан до сих пор уже истрепался конкретно. Но, как видите, еще даже пленочка на экране целая, чтобы не поцарапать его. Флешка у нас ставится здесь. Сюда же через кабель мы можем обновлять, как картридер, использовать сам прибор. Ну и, собственно говоря, сверху разъем. И здесь написан его серийный номер сзади. Понятное дело, у каждого прибора он свой. Также, что у нас есть в комплекте? В комплекте у нас есть 4 разъема. Какие разъемы входят? Это значит у нас старая хондочка, понятное дело. Честно сказать, ни разу не доставал еще отсюда. Входит также Mazda Kia. Довольно удобно, работает очень хорошо со старыми Маздами, Hyundai'ями, со старыми Kia. То есть, что есть Mazda. Вот, с ними дружит нормально. Также вот Hyundai Kia вот с таким вот разъемчиком у нас есть. Тоже скажу, приветствую, Автоэлектрик Минск. Тоже ни разу не доставал, ни разу не пользовался. Самый ходовой разъем, это, понятное дело, ОБД. Им просто реально прибор сам творит чудеса. И пины дерет. Привет, Акоп, тоже доброго вечера. Вот, собственно говоря, такой чудный такой прибор. Что еще про него рассказать? Как я уже говорил ранее, пишите. Значит, прибор очень неплохо дерет пины. Хорошо работает с вагами, которые на Мегамосе собраны. Вот, очень хорошо работает с, скажем так, корейскими, китайскими автосами. Что в приборе есть из полезностей? Так,
вопрос был, значит, здоровья всем, расскажи, как обновить ДП прибор, трос прибор после года и про адаптеры для ВАГа и Епрома. Значит, для Епрома я этот модуль не докупал, потому что тем, кто купил прибор в самом начале его использования, продажи, точнее говоря, калькуляторы давались по пинам вместе с самим прибором. А потом калькуляторы перестали давать вместе с прибором самим и начали калькуляторы давать только тем, кто докупал, соответственно, еще отдельно EEPROM модуль этот самый. Значит, стоял вопрос, когда я покупал этот прибор, я купил его с двумя активациями. Купил на приборной панели перемотки, но, скажу откровенно, несколько раз только побаловался, посмотрел, что он может делать, что не может. То есть практически перемотки я не использовал. Ну, скажу сразу, Фиаты мотает, Форды мотает, пробовал. Потом кого еще? Ой, честно сказать, я уже, наверное, даже не вспомню. Но пробеги он мотает довольно ровно и проблем не возникает. В общем-то, на экране там вводим, сколько должно показаться. У нас вот на канале был Ford. Загадка была, по-моему, даже какая-то 9-го года. Да. Была загадка про ошибку, которая загоралась, значит, на приборной панели из-за чего-то. И по факту, или аварийка мигала, да, по-моему, аварийка там мигала, я уже сейчас не вспомню, из-за того, что перегоревшая лампочка была в бардачке, в этом боковом перчаточном ящике. И вот на этот Ford, погоду можете посмотреть, какой он был, она тоже ровно его смотала. Ну, от нечего делать, в общем-то, поэкспериментировал. Также, значит, что я хотел сказать еще, по ключам он просто молодец. Допустим, была картина с чем же у нас тогда был затык, был i10, значит, Hyundai, который Т-300, в котором он тоже заявлен, просто нагло, бессовестно обломился, а вот этот товарищ у нас его поднял. В принципе, по машинкам, как я уже говорю, по ключам, он, приветствую, Сергей, вот, по ключикам он на самом деле творит чудеса. Что я еще хотел сказать, как немаловажную, ну, скажем так, добавочку. Люди иногда бывают спрашивают, что лучше купить, Танго или X100, да? Я скажу, это два абсолютно разных прибора, два абсолютно разных предмета. Чем же они отличаются? Значит, этот наш чудный прибор работает исключительно по ОБД. Танго работает по дампу прошивок. В общем-то, наверное, это и есть их коренное отличие. Значит, по этому самому, что я еще хотел умное сказать такое, вот, ну, просто разный метод подхода. Поэтому, в общем-то, выбирать, какой из этих приборов лучше, это неправильно. Надо, чтобы они были все, потому что много программаторов не бывает. Привет, Владимир. Что я еще сказать хотел? Какие машины валят? Так как прибор, ну, скажем так, был, хотя теоретически поддержка его с программным обеспечением уже остановлена, за период использования, значит, не было завалено ни одной машины, но большим плюсом того, что он был официальный, значит, был у меня проблема с опельком, как только я его приобрел, была Astra G, по-моему, да, там 12-й год или 13-й. И он, в общем-то, пина типа дал, но при попытке положить ключа послал меня лесом погулять. Я с этой вот сложившейся ситуации обратился к разрабам, скинул им дамп от этой, значит, самой апеляги. Вот, и в течение где-то 3 или 4 дней как раз на апеля по моему дампу, который я им скинул, вышла обновка. И с этим блоком оно заработало. 3 или 4 дня пришло, я точно не скажу, но это однозначно прошло в течение недели. И они, разработчики, прислали уже, выставили для всех, скажем так,
пользователи этого прибора прислали уже обновление. Поэтому, что я хотел сказать, в общем-то, не знаю, как они сейчас со своими X300 этими и так далее, другими приборами, но по старту они реально были молодцами. То есть, как я уже говорю, обратился, меньше чем за неделю решили проблему и сделали обновление тогда вот этого программного модуля по этим апелям. Заваленных машин не было. Был один нюанс. 15 или 16 года был апелек, какой апелек? Hyundai был Hyundai. Какой я уже сейчас не вспомню, какая модель. Это было еще в начале прошлого лета. Значит, хозяева Автоса завалили сам блок, завалили иммобилайзер. У них хватило мозгов. Они залезли ланчем туда, в блок иммобилайзера, и выбрали там кнопку обнулить блок или что-то такое. В общем, по сути, там или запрограммировать блок, что-то было неверно с переводом ланча, по сути говоря. И они постирали все ключи и стерли дамп и мощника самого в этом Hyundai. Чем это закончилось по результату? В общем-то, этот прибор с ней потом не справился. То есть машина уже была завалена, я не знаю. Там по пинам, кстати, есть некоторые нюансы. Допустим, ни ФВДИ, ни этот прибор пина с того Hyundai дернуть не мог. Вот, по результату пин пришлось брать через официалов и потом по этому уже дампу ложить. Значит, что еще мне попадалось? Буквально где-то, может, с месяц назад Митсубанчика L9, ключик на него ложил с помощью этого прибора, положил нормально, вообще без проблем. Да, в принципе, не знаю, что вам сказать. Завалов не было, точно завалов этим прибором не было абсолютно. Кстати, не забывайте, вот здесь вот есть такая штука, называется вот так вот, лайк называется, понажимайте. Буду вам премного благодарен за это. Так, Автоматон. Приветствую тоже, доброго дня. Вы не забывайте также, кроме этих лайков чудных, вот там вот еще задавать свои чудные вопросы, потому что на самом деле тема сегодня довольно узкая, и мы уже, можно сказать, ее практически заканчиваем. Вот, поэтому, в общем-то, если вопросов не будет по этому прибору, либо по каким-то другим темам, мы, наверное, с вами в течение там, минут 5-10 будем сворачиваться. Вот. Поэтому, если хотите продолжение, что-нибудь спрашивайте. Вот такая вот картина. Что еще можно сказать про этот прибор? Сумка, как я говорю, чемодан. Привет, Вадим. Чемодан довольно удобный, хотя и большой. Вы видели, я открывал, что там внутри на самом деле, места свободного практически все. По этой причине, у меня было уже много раз желание этот чемодан куда-нибудь выкинуть или пристроить. Вот он уже, у меня, наверное, этот прибор года 4. Приветствую, Intensity. Вот, с AliExpress нормально ли работает X100? Да, AliExpress продает официальные приборы, если они относятся, как я уже говорил ранее, либо ОБД Star, это первый разработчик, и Xtool это те, кто у них, можно сказать, снес его. По сути, Xtool начал потом в свою сторону через некоторое время разрабатывать прибор, ОБД Star свою. Но так как программный продукт уже больше на него не обновляется, поэтому какой взять, решать вам. Если продаваны еще в придачу год поддержки дадут на него, это вообще будет мега респект. Что стоит брать, какие модули? Если у вас нечем считать пины, нет какого-то, или не хватает какого-то программатора под рукой, да, по EEPROM-кам, то EEPROM модуль стоит брать. Если занимаетесь мотанием приборок,
то, само собой, активировать приборные панели, перемотку тоже надо. Ну и по иммобилайзерам тут даже обсуждать нечего. Они просто надо, потому что, в общем-то, это основная функция прибора этого. С этой функцией он полностью, как я уже говорил ранее, справляется. Делает ее просто замечательно. И, ну, единственное, что еще хотел добавить, скажем так, если есть этот прибор, это не говорит о том, что тот же, например, Т-300 или там Z-Bull или какой-то еще стоит отказаться. Потому что, допустим, по старым машинам, вот этот чудный ОБД старовский, значит, X100 работает крайне херово. Там они даже не заявлены, если быть проще. Допустим, года, наверное, до 2000-го, там 2001 какого-то, у него многих машин в принципе нету. Даже в самом вот в меню, как заходишь там, многих машин просто нету, которые делает тот же, например, Т-300 или СББшка просто на ура. Вот. Касаемо выбора Т-300 мне нравится больше, чем СББ, но это опять же мое личное мнение. Ну, то есть, почему? Почему в Т-300, например, в МПВ есть замена блоков по вагам, по старым, да, то есть просто мозги поменял, нажал кнопочку, блок заменен. Все, оно привязалось. А в СББ, например, этого ну, просто нет. Поэтому, в общем-то, этот прибор, он более, скажем так, новым машинам года, например, до 14-15, если так смотреть. И начиная, ну, по брендам какие-то новее, какие-то там до 2011 года, и начиная год, наверное, с 2000-го более-менее поглощает. А то, что немножко раньше, необходимо все-таки рассмотреть, наверное, прибор, что-нибудь я говорю, Т-300 или что-то такое. Ссылка, кстати, у нас на форуме там есть, на продаванов китайских, которые прошаренные, правильные. Так, уже вопросы немножко пошли, сейчас отвечаю. Delphi, я так понимаю, прописывает только ключи, а IMA не прописывает. Delphi ключи прописывает. Геннадий, вы точно ни в чем не ошиблись. Delphi вообще ключи не прописывает. Ни има, ни ключи. Delphi вообще ничего не делает. Ну, может быть, я что-то не знаю, или мы про разные Delphi говорим. Но Delphi не может точно этого делать. Так, активация модуля отдельно. Я думал, фул за 20 тысяч рублей продается. Значит, смотрите, модули называются А, Б и С у этого прибора. Если вам продают прибор, на котором написано в скобках активировано А, Б и С, это значит активированы все три эти модуля. Если А и Б, то только модуль А и модуль Б. Собственно говоря, вот такая вот картина. То есть, как вам продают за 20 тысяч рублей, я не знаю, какое предложение. Я, если честно, X100, так как он у меня есть, не мониторю ни цены, ничего такое. Я скажу сразу, я его брал по началу, когда он появился, я отдал за него около 900 евро. Если перевести в российский рубль, сейчас я переведу, скажу вам примерно, во сколько он мне стал. Так, у меня тут есть специальная переводячная калькулятора. Так, так, я взял примерно за столько. Ого! Я его взял за 79 тысяч российских. Вот так. А вам, если предлагают за 20, ну, смотрите, либо у него цена на самом деле так упала, я же говорю, не мониторю сейчас цены, либо, может быть, что были, смотрите, активированы модули. Как я уже говорил, один модуль А, второй модуль Б и третий модуль С. Это иммобилайзеры, приборные панели моталка и этот самый EEPROM модуль. По пинам, значит, что можно сказать? По вагам работал нормально, которые мне попадались. По Митсубанам отлично. По Ниссанам отлично, которые модели заявлены, я использовал. По, кто там еще был у нас? Hyundai, Kia отлично драл пины. Единственное, что... по апелям отлично драл пины тоже. Значит, в чем возникали какие-то нюансы. Некоторые блоки, он когда вяжет ключ, даже большинство, он про пины вообще не думает. То есть он не просит пина, не дает пина и так далее. Допустим, по каким-то моделям, по Фордам,
честно сказать, не помню. Я форсканом обычно вяжу, там пины так, поскольку виртуально нужны. В какой-то машине сюда, в этом приборе, блин, какая-то машина была, где он у меня пина просил, сам не вычитал. Честно сказать, я уже не вспомню. Была какая-то машина, где он просил пина, и я не сделал. По апелям, как я говорю, пины он тоже дерет нормально. А вот, как там Ваккан Pro 551 может перепрошивать EEPROM в щитке ИБУ? Честно сказать, не знаю. Вага этого у меня нету. По вагам у меня именно такие для ключей, что у меня по вагам есть. У меня Ваккан Commander старый есть. У меня есть, сейчас я посмотрю у себя тогда в программах, что у меня стоят. Я честно по памяти могу просто что-то подзабыть. Так, стоп, не в прошивке надо залазить, а в инсталляшки. Так, оборудование, что у меня есть по вагам, да, по ключам. ФВДИшкой ключи, некоторые по вагам, потом, я имею в виду по ОБД, да, потом, Orange. Не, ну по ОБД мы же сказали, да. Потом Т-300, ну, Танго не попадает сюда. ВАК Таха 5 у меня есть. Еще Калайн Командер, как я уже говорю, X100 есть. И кто еще? ВАК Таха 5 я уже говорил. Наверное, все по вагам, именно по ключам. Только вот эти приборы у меня есть для привязки ключей. Ну, Т-300, как я говорю, для старых, это для новых. Какие-то приборы, ну, остальное все через распайку. То есть мы сейчас говорили конкретно по УБД, по вагам. Так, Т-300, ну так выбирайте Т-300, я же давно предлагаю. Предлагайте Т-300, уже много кто его, кстати, просит по Т-300 сделать обзорчик. Так что без проблем сделаю. Так, Саня, расскажи, пожалуйста, про то, как блок управления определяет расход. Как он расход определяет? У нас есть какое-то количество топлива, ну, скажем так, как определяется вообще расход? У нас, получается, есть такая вещь, как лямбда-зонд на выходе, показывает закоксованность, правильно? Ну, то есть, сколько там перегара, если можно так выразиться по-простому. Как мотор там бухнул, да, перед этим, и сколько он надышал. Есть расходомер, то есть это, грубо говоря, воздуха, сколько проходит в мотор. Основываясь на этих факторах, не только, конечно, на этих, там датчик давления воздуха на впускном коллекторе также, также датчики температуры и все остальное, в общем-то, все эти данные. Машина решает, сколько топлива кидать внутрь мотора. Значит, ну, какие длительные импульсы открытия форсунок, соответственно, ну и прочие нюансы. И уже основываясь на этих показаниях, на этих факторах, она решает, сколько она кинула топлива в мотор, за какую долю секунды там, грубо говоря, да, такт. И по результату определяет, сколько, в общем-то, топлива идет реальный расход у автосика. Вот такая вот картина. Вот именно так машина, мозги и решают, какой расход. Так, спасибо заранее. Расскажи про Хорс Проги Лансдор. На Кей-24 все хорошо пишут. Мнение твое как специалиста. Честно скажу, я их канал подписан, правда у них давно по Кей-24 Лаздорова этого давно очень не было выходов, видосиков никаких. Значит, по описанию прибор, конечно, неплохой. Но есть ключевое но, у меня этого прибора просто не было ни разу. Если кто-то там из производителя реально может его предоставить, я буду только рад. В общем-то, может кто-то из людей, кто не слышал про этот прибор, узнает.
может еще как-то. Ну, пока мне не предлагали сделать обзор этого прибора. Так что, если кто-то из производителей каких-то приборов у меня на канале смотрит это видео, всегда буду рад. Присылайте приборы, не прошу мне дарить, как там некоторым каналам, хотя бы исключительно для обзора. Можете прислать, детали обсудим, ну и прочее. Все, сделаю обзор честный, ну и так далее. Ну, если брать, например, того же Scanmatic, я не знаю. Они так на связь и не вышли, в общем-то. Либо у них очень офигенный сбыт идет по их приборам, и они не желают его, скажем так, прошлый этот свой вторую модель в 2 Pro прорекламировать, показать людям, можно сказать так. Либо, ну, просто по каким-то другим причинам. Не знаю, но это их право, в общем-то. Не знаю. Другим я, если честно, пока не предлагал. Но предложение, в принципе, интересное. Думаю, можно будет пройтись по каким-то производителям. Как я уже говорю ранее, если кто-то из производителей вдруг смотрит мой канал, ну, буду рад помочь вам сделать обзор вашего продукта программного либо аппаратного. Вот, люди увидят, я думаю, многим понравится. В ремонте используешь ли тестеры электронных компонентов, диодов, транзисторов? Значит, для диодов, транзисторов использую обычный тестер, значит, SMD-шных элементов у меня тоже есть прибор. Если интересно, сейчас притащу. Две минутки, обождите. А вот снова я вернулся. Так, и вот наша чудная карабаша. Что я использую на столе? Значит, на столе... Уть, что-то удрало. Вот такой вот чудный прибор использую для SMD-шных компонентов. Если интересно, сделаем по нему тоже обзорчик в ближайшее время. Довольно удобный. Щупами чик, поднес, и все видно. Кондерчики меряет и много еще чего интересного. Если хотите, сделаю по нему тоже обзор в ближайшее время. Вот так вот. А вот этим чудным прибором, если уже за измерительные зашли, смотрю, работают 3 брелки сигнализации, либо центрального замка. Ну, довольно удобный прибор тоже. Не помню, делал я его обзор на канале, не делал. Ну, это, в общем-то... Да, кстати, как я обещал ранее показать, вот таким вот прибором предназначен удобно приборки разбирать, стрелки снимать. Вставляем, одеваем, тинь-динь-динь-динь-динь, и стрелочка поднимается. Ну, в общем, это такие мои ходовые приборы, которые во время пайки использую постоянно. Здесь у меня что было? А это если вдруг с собой куда-то надо ехать, у меня вот такие вот микропереносные паяльники. Вот этот USB работает, да, классная тема, тоже обзор делал. А это от газовой горелки, типа фена. Ну, вот один паяльник, чтобы паять, а второй как фен, если прогреть. Ну, это, понятное дело, самая крайняя ситуация, если куда-то на выезде надо. Потому что не всегда есть возможность доехать до базы и сделать все аккуратно. Надо иногда, чтобы машинка поехала, именно находясь хрен знает где и хрен знает как, в общем-то, добраться до нее. Вот, для оперативных, скажем так, методов. Вот такая вот чудная вещь. Так, что пишет Клим? Лансдор неплох, но есть нюансы. X300 DP плюс мне представляется лучше. Ну, я же говорю, я про Лансдор толком сказать ничего не могу по причине того, что я им на самом деле не пользовался. К сожалению, поэтому как хорошо или плохо про него мне нечего сказать. Если я сейчас начну говорить хорошо про него или плохо, это однозначно я вас начну вводить в заблуждение. Вот такая вот картина. А обманывать мне не хочется. Так, X100 способен подружить шток ИБУ. У меня Фабия. Нет.
X100 он не занимается привязкой приборных панелей. Он занимается исключительно привязкой ключей. То есть привязать ключ, там пробег подмотать, если надо. Это он, пожалуйста. А всякие блоки по программированию, конфигурированию, он этого не умеет, в принципе. Да, в нем еще есть диагностика, вспомнил я. Да, но скажу откровенно, такая грустненькая диагностика. Ну, скажем так, почитать ошибки, это вот если взять, допустим, ELM 327 и какую-то старую-старую программу. То есть почитать поверхностно ошибки, прочитать поверхностно показания каких-то датчиков, причем далеко не всех. И на этом, в общем-то, диагностические способности этого прибора грустно заканчиваются. Но это как бы и не диагностический прибор, это больше, наверное, диагностика сделана для того, допустим, если взять те же ваги, допустим, да, и еще какие-то машины, сейчас резко не вспомню так по памяти, которые даже привязав ключ, если не сбросили ошибки, не заведутся. В общем, наверное, диагностика больше в нем для этих целей предназначена. Так, Сорбон, всем доброго вечера. Чуть запоздал, уважаемый Александр X100 прочитает дампы через ОБД и запишет ключи. Нет, еще раз повторюсь, дампы он не читает, то есть дамп потом получить на руки сложно, хотя в нем есть такая функция, как делать бэкапы, во всяком случае по приборным панелям, если мотаете, бэкапы он точно делает. По иммобилайзерам, по дампам я с ним не работал. То есть работает он по ОБД. То есть непосредственно, как я уже показывал, подключаем прибор к ОБД разъему и уже по этому блоку работаем по ОБД. Через выпайку он работает с EPROM-ками. То есть это если докупаете EPROM модуль. Для чего этот модуль нужен, EPROM модуль? В общем-то, сам OBD Star предоставляет некоторые калькуляторы, которые можно считать. Там был в свое время на Ford, на Hyundai Kia был калькулятор, по памяти помню, и по Nissan был калькулятор, который даешь им данные, они по результату дают ответ. Что у них сейчас по калькуляторам я не пользуюсь, потому что, как я уже говорил, они поддержку послали лесом. Вот так вот. Сказали, мы этот прибор больше не производим, обновлений вам больше не будет с него. Ну, как бы у меня калькуляторов и всего прочего хватает намного больше, чем у этого чудного сайта. Хотя вот сейчас попробую зайти, интересно, живой мой старый логин или нет. Да, так, законнектимся. А где тут у них зайти? Вот где у них зайти. Нет, это не то. Сейчас уж не обессудьте, люди добрые. Попробую найти сервис. Не. Ну-ка, прикольно. Они что, уже вход убрали у себя? Нет, что-то я, наверное, не то делаю. Так, стояночка, назад. Во. Registered users. Сверху Сингин. Логин. Ну, юзер логин. Во, я даже есть. Продукт юзер. Пустит меня или нет? Чик. Нет, не туда. Вот так. Оба-на. Пробуем. Вау, прикиньте, меня пустило вовнутрь. Давайте посмотрим, что у них сейчас есть. Там интересно же. Я у них не был уже больше года. Так, продукт. И вот. А вот membership information. Так, это неинтересно. А программа, которая у них версия сейчас будет стоять. Ну вот у них эта программа, которая у меня уже стоит, которую запустишь, и она по результату скажет, извините, идите лесом. Короче, они и калькуляторы поубирали. Вот какая тоска, печаль. Они, по сути, убрали и калькуляторы. Так что доступ к калькуляторам уже тоже нет у тех, кто X100 пользует. Ну, вот такая вот невеселая тоска, печаль. Вот так вот.
Так, что еще, какие вопросы? Ага. Приветствую, спасибо за обзор X100, но придется смотреть повтор. Может, успею. Да, повторы у меня всегда все остаются. Как я уже говорил ранее, я не удаляю видосы, потому что тем, кто не посмотрел сразу, всегда может посмотреть их позже. Расскажи все... Так, Пипи. Расскажи все, кто занимается ключами. Приходится точно заготовки лезвия ключа. Где-то стоит покупать станок ЧПУ или другой. А здесь я абсолютно не подскажу по железу, по ключам, скажу немножко иначе. Само железо ключей я не делаю, не вырезаю. Для вскрытия замков у меня кое-какой, конечно же, прибор есть. Если интересно, могу написать, вам показать. Вот там вот напишите сбоку. Я вам тогда покажу, что из прибора у меня для вскрытия замков есть. Но относительно лезвия я как-то собирался в свое время заняться, тоже вырезать жало. Не мое, не мое, не мое. Роман Исаев, доброго вечера, рекомендую. Почетные, важные люди заходят к нам. Так, так, Виктор, вечер добрый, Виктор. Что можно сказать о Activision, Deactivision, ОБД и Driver Box? Не знаю, я, честно сказать, давно с этим прибором не работал. Я бы сказал, что вообще не работал. У меня по МЕ7, по EDC-15 для быстрой заводки была своя, ну, скажем так, разработка. Поэтому за китайской я не смотрел. В общем-то, моя работала, я видел, что есть китайская, типа ОБД сунул, машина поехала. Видел, что делает китайское чудо, ну, моя делала примерно то же самое. Только моя работала еще с некоторыми блоками, более старыми. По сути, я скажу, что это некоторый отлом, написано от Меги, отлом от обычного, как же он зовется-то, я сегодня его говорил. Ой, господи, блин. Фу. Блин, вылетело название прибора. Kaline Commander, вот. По сути, Kaline Commander делает это все с компа, а здесь часть функций просто урезали и засунули через проц, через УБД, который просто сам ставил, оно само все сделало. По сути, прибор делает Virgin из блоков, ни хрена толком не привязывает. В общем-то, я считаю, что это... В данной ситуации, во всяком случае, с EDC-15, E7, это кощунство. Когда, если хотите отключить уже иммобилайзер в этом блоке, можно отключить его по-человечески, не сбивая ни конфигурации, никаких других настроек. Вот. Какой смысл использовать полная подготовка обнуления блока? Это неправильно, в моем понимании. Но, опять же, решать вам. Вот. Если интересно, как я уже говорил, значит, давайте покажу, если найду сейчас. Шутка, конечно, найду, куда оно денется. Открывалку по ключам. Сейчас вам покажу, сейчас вернусь. Вот он, я вернулся. Итак, вот мой чудный наборчик, да, вскрывательно. Если можно так высказаться. Сейчас я вам покажу. Ну, понятное дело, вот такой чудный прибор, который только зажать надо было сначала. Для того, чтобы иногда оттолкнуть дверь, открыть, да. Довольно удобная штукенция. Просовываем. Динь-динь-динь-динь-динь. Он расперся, потом хлобысь, спустили его. Вот он, накачиваем, ну и так далее. Понятно, да, что за штукенция. Далее, что у нас тут есть в моих великих залежах.
Вот эти штуки, это знаете что, да, магнитолки снимать. Иногда хорошо, полезная вещь. О, вот эти полезные открывалочки тоже, да. Кстати, если хотите, я вам сделаю отдельный стрим вообще по этим приборам. Расскажу, как что из этого делать. Там у меня их еще много чего, да. И мой волшебный чемодан. Мой волшебный чемодан. Вот, какой у меня волшебный чемодан. И тут всякие полезности. Это я скажу сразу говно. Если на Алике такое увидите, не тратьте деньги. Крайне ненадежные, крайне хиленькие, короче, хлам. Вот такую штуку не покупайте. Вот здесь четкие вороточки. Эть, не выпадай. Вот это что такое? Тоже, наверное, знаете, да? Не буду вам рассказывать. Вот это что такое? Тоже знаете, не буду вам рассказывать. Ой, что-то у меня тут повыпадалось немножко. Вот такие воротки, они хорошенькие. И вот такие, они тоже хорошенькие. А если хотите, могу сделать отдельный стрим по этому оборудованию, пройтись. Заодно расскажу, как чем пользоваться и как что сделать. Кстати, очень интересно и очень познавательно. Вот такая вот тема. Если интересно, как я говорю, расскажу. Интересная была картина. В общем-то, товарищ у нас в этом плане простой и, как это можно сказать, без заморочек. Вот, как положено, заказал это все с Алика. Многие из приборов. Это далеко не все, кстати, все, что у меня есть. Еще покажу. Но это уже на стриме, если мы будем эту тему поднимать. Ну и меня, понятное дело, приглашают. Еще вот только посылка на таможне. Прошла таможню и меня позвали. Вы поняли, куда, да? Я говорю, ребят, как вы думаете, если я собирался взламывать квартиры, я бы пока покупал бы эти все приборы, ну, скажем так, с Алиэкспресса официально, я поехал бы их, купил бы в черную. Вот, ну, побеседовали, ничего, зато потом людям тоже и машины ремонтировал. Вот такая вот история. Ну, это как бы все детали. Если вам интересно, обращайтесь. Сделаем стрим, как я уже говорил. Так, что-то пишут. Приобрел EZP 2010. Пробовал прочитать и промку демонстрировал. Это ошибка чипа. В чем дело? Прибор брал в июле, произведен в апреле 19. Поддержка 1 год, месяц назад обновлял. Честно сказать, не знаю, у меня этого прибора просто нет. Тоже EZP 2010 нету у меня его. Просто нету, поэтому я не скажу. В программаторах, которые я использую, если ошибку чипа выдает, это либо по ошибке, может быть, не той стороной поставили микросхему, либо плохой контакт. Повторюсь еще раз, если используете прищепки или что-то такого рода, контакты очень часто бывают нехорошие. Попробуйте спиртом протереть контакты, ну и что-нибудь еще такое вот. Ну что ж, люди добрые, мы вот уже 55 минут с вами стримим, да. Расскажу вам еще раз, значит, что мы делаем. Мы мобилайзеры отключаем, ключ по пину, ключ по вину можем помочь. Какой ключ? Пин-код по вину, пин-код по дампу, по прошивке можем помочь установить. Также можем краш погасить в подушках, ремонт блоков управления. И все с этим связанное. Так что подписываемся на канал, заходим к нам на форум, в Телеграм. Чего еще? Ну, наверное, и все. До скорых встреч. Пока-пока.